самопомощь и взаимопомощь при ранениях, переломах и ожогах. В результате нападения противника одновременно могут возникнуть очаги массового поражения населения. 1. Проникающая радиация. 2. Радиоактивное заражение. 3. Световое излучение. 4. Ударная волна. В это время чрезвычайно важное значение приобретают своевременная взаимопомощь и самопомощь населения при поражениях, ранениях, переломах и ожогах. Такая помощь будет самой быстрой и доступной. 1. Резиновый жгут. 2. Дощечка. 3. Шина. 4. Плоский жгут. 5. Бинт. Первая помощь при переломах. Каждый должен научиться правильно оказывать взаимопомощь и самопомощь в условиях очагов поражения. Взаимопомощь и самопомощь при ранениях. Признаки раны, нарушение целостности тканей, боль и кровотечение. Помощь. 1. Остановить кровотечение. 2. Закрыть раны повязкой. 3. Обеспечить неподвижность, иммобилизация и удобное положение поврежденной части тела. 4. Эвакуировать в медицинское учреждение. Виды кровотечения. 1. Артериальное при повреждении артерии. 2. Венозное при повреждении вен. 3. Капиллярное при повреждении мелких сосудов. Способы остановки кровотечения. 1. Пальцевым прижатием. 2. Жгутом, закруткой. 3. Максимальным сгибанием в суставе. 4. Тугой повязкой. Средства для остановки кровотечения. 1. Карандаш. 2. Плоский жгут. 3. Закрутка. 4. Лента. 5. Бинт. 6. Палочки. 7. Платки. 8. Резиновый жгут. Немедленно кровотечение можно остановить пальцевым прижатием артерии к прилежащей кости. 1. Подключичная артерия. 2. Височная артерия. 3. Бедренная артерия. 4. Сонная артерия. 5. Плечевая артерия. 6. Подчелюстная артерия. Остановка сильного кровотечения наложением жгута. 1. Подстилка для жгута. 2. Растягивание жгута. 3. Наложение первого витка жгута. 4. Закрепление жгута цепочкой. Остановка кровотечения наложением закрутки. 1. Наложение закрутки. 2. Закрепление закрутки. Время наложения жгута, закрутки указывается в записке. Жгут, закрутка затягивается до тех пор, пока не побелеет конечность, исчезнет пульс и остановится кровотечение. Жгут, закрутку обычно накладывают не более чем на 2 часа, а зимой и при лучевой болезни на 1 час. Если требуется держать жгут дольше, его на 5-10 минут ослабляют. После временного ослабления жгут, закрутку накладывают на новое место. Остановка кровотечения максимальным сгибанием конечности в суставе. 1. Сгибание коленного сустава. 2. Сгибание локтевого сустава. 3. Сгибание тазобедренного сустава. 4. Сгибание плечевого сустава. Средства для наложения повязки. 1. Индивидуальный перевязочный пакет. 2. Бинт. 3. Вата. 4. Косынка. 5. Повязки. 6. Лейкопластырь. Индивидуальный перевязочный пакет. Наложение повязки на рану. Освободить рану от одежды, разрезать, закрыть рану салфеткой, а затем ватой. Правильное положение рук при раскатывании бинта. Накладывание ходов бинта. Наложение повязки на голову.
Наложение повязки на грудь. 1. Непроникающее ранение. 2. Проникающее ранение с открытым пневмотораксом. Звездочка показывается герметичное закрытие раны пленкой, прорезиненной тканью, чехлом от пакета. Наложение повязок на плечевой и тазобедренные суставы. Наложение повязок на верхнюю конечность. 1. На кисть. 2. На предплечье. Наложение повязок на нижнюю конечность. 1. На колено. 2. На стопу. 3. На голень. Наложение прыщевидной повязки. 1. На голову. 2. На нос. 3. На нижнюю челюсть. Наложение повязки при помощи косынки. 1. На голову и плечо. 2. На кисть. 3. На стопу. Взаимопомощь и первая помощь при переломах. Признаки перелома – резкая боль, невозможно двигать конечностью, изменение ее формы и при открытом переломе – рана. Первая помощь – обеспечить неподвижность, иммобилизация перелома, удобное положение конечности. Средства для иммобилизации. 1. Фанерные шины. 2. Сетчатые шины. 3. Лыжи. 4. Зонтик. 5. Лыжная палка. 6. Дощечки. 7. Ветка. Наложение шины, иммобилизация при открытом переломе. 1. Остановка кровотечения. 2. Наложение повязки на рану. 3. Наложение и закрепление шины. Иммобилизация верхней конечности. 1. Плеча. 2. Предплечья. 3. Ключицы. 4. Кисти. Иммобилизация нижней конечности. 1. Бедра. 2. Голени. 3. Стопы. Помощь при переломе таза. Осторожно уложить пострадавшего на щит и доставить в лечебное учреждение. Помощь при переломе позвоночника. Осторожно уложить пострадавшего на щит и доставить в лечебное учреждение. Взаимопомощь, самопомощь и первая помощь при ожогах. Пострадавшего необходимо вынести из горящего помещения и потушить на нем одежду. На ожоговую поверхность нужно наложить повязку, как на рану. Если есть возможность, накладывают мазевую повязку. Или повязку с дезинфицирующим раствором, ее нужно поддерживать во влажном состоянии. При ожогах пострадавшему необходимо давать теплую воду 4-5 литров в сутки небольшими порциями. В качестве питья лучше использовать подсоленную воду из расчета на 1 литр воды 1 чайная ложка соли или питьевой соды. Пострадавшего надо укрыть, создать спокойное положение, дать обезболивающее средство. После того, как пострадавшему оказана медицинская помощь, его необходимо доставить в лечебное учреждение. Способы выноса пострадавшего одним человеком. 1. На руках. 2. На спине. 3. На плече. Способы выноса пострадавшего вдвоем. 1. На замке из рук. 2. На руках. 3. На шесте. 4. На щите. Наиболее удобно выносить пострадавших на санитарных носилках. 2 способа укладывания пострадавших на носилки. 1. На руках. 2. За одежду. Движение при переноске пострадавших на носилках по ровной местности в гору и под гору. Погрузка пострадавших в грузовой автомобиль. 1. На носилках. 2. На руках. Для перевозки пострадавших грузовой автомобиль нужно специально приспособить, покрыть пол кузова подстилочным материалом. 1.
мягкая подстилка, хвоя и сено 16-20 см. 2. Балласт, песок 8-10 см. Если возникли осложнения, пострадавшим необходимо оказать своевременную помощь, поправить жгут, повязку, шину, очистить дыхательные пути от слизи, рвотной массы, при потере сознания уложить на бок или живот. При остановке дыхания нужно очистить рот и глотку и сделать искусственное дыхание способом изо рта в рот. При остановке сердечной деятельности одновременно с искусственным дыханием проводят массаж сердца. Если помощь оказывает один человек, то надо производить 2-3 вдувания и 5-8 надавливаний на область грудины попеременно. Искусственное дыхание и массаж сердца удобнее выполнять вдвоем. Ритм дыхания 15-20 вдуваний в минуту. Ритм массажа 60-80 надавливаний в минуту. Для профилактики шока применяются обезболивающие, болеутоляющие средства и теплый чай, кофе или компот. 1 шприц-тюбик. 2 промедол. 3 пантопон. 4 анальгин. 5 100-150 грамм водки. Граждане, научитесь оказывать первую медицинскую помощь, самопомощь и взаимопомощь. Конец диафильма.